Абсолютно. Я думаю, нормально. The current temperature in centigrade is 24.64. Is there anything I can help you with? There were two sockets on the floor, so I might have got the wrong one. Для мака, другой для Windows. А вот мы сейчас посмотрим, потому что он это для мака включил. It's got 1.1 next to it. 1.1, the other one's 1 dot. Понятно. Чем? У нас тоже там плавал. Короче, эти. Нет, я так не сумел понять. Ничего. Виктора? Ну, послушай, давай, это уже тема. Надо делать очень. Ну, вот, ты знаешь, Раз. к сожалению, Давай попробуем выбрать. ну, смотри, если даже не помню, какой там продукцию не Ну, один нижний Windows, наверное, here is trick, because downside it's for Windows, upper machine, upper for Mac. Ну, они, да. Я не знаю, знаешь, что? Да, я сейчас сюда. Final testing. Ну, ты же понимаешь, А я тебе почему-то не могу выбрать. было бы все проще. Боковые. И так тоже могут. Санька, один экран тогда получится. Ну, пусть будет один. Что-то тут заморочено. Не вопрос. Слишком инновационно для меня. Окей.
это самое. Я постараюсь все-таки поймать, я редко бывает выписи. Вот, постараюсь говорить. Если, ну, Андрей, понимаю, давай, ладно, сейчас попробуем. Я уже, может быть, в апреле будет визит. Я расскажу. Ну, типа того, да, естественно. Ну, давай, попробуем. Не, попробуем. Давай. Алло, Татьяна. Здравствуйте. Ну, ой, надо было мне позвонить. Ну, пропуск просто сказали, вообще просто там... Ну, нет, не просто. Ну, не сейчас, а через полгода. Все, проведу. Все, я нашел все сейчас. Я нашел все. Все, Татьяна. Да, мне нет. Да, есть.
вода, здесь есть Wi-Fi, если что. Вода здесь нет. Вода есть, если отсюда выйти. Вода есть в кулере, пройти и там будет и кулер. И там будет автомат со всякими профилями и прочими Да сейчас минут через 5, максимум 10. Ну, вообще было заявлено 19:30. Вот, ну, есть мнение уже начало. Вот, пароль от Wi-Fi можно взять на ресепшн, если что. Его, если надо, да. Или да.
Что там внизу? Народу много, да? Ну, встречают. Есть. Ну, позвони Сереге, если что-то удобно, скажи. Там же как на языке. Там еще подтягивается. Пару минут. Ну что? Ну, идут, Ну, еще подождем. мне там надо спуститься и вот так стол, чтобы собрать. Там еще постоянно на 5 То есть ты до какого-то в 7:30 все закрываешь? Да, мы в 7:30 закрываемся, я еще постою там 10 минут. Соснуться подойдет через 10 минут. Перевод. Ну и там 5-7 минут можно еще операцию провести. Сейчас? Ну, давай. Ну или ты можешь дождаться половины. Ну, сейчас. Как ты Сейчас. That's fine. You need the screen. You need the screen. Projector. Так, ну у нас места почти все заняты. Давайте я пару слов скажу. Я представляю, собственно, само сообщество вещей. Мы в партнерстве с компанией «Клиент» проводим сегодняшний этап. У нас сегодня будет докладчик, гости из Великобритании с детьми. Сразу вопрос по поводу английского языка. Кому нужен прям вот переводчик? Или можно обойтись без переводчика на английском языке? Кому сложно по-английски? Хорошо. Значит, переводчик будет. Второй вопрос. Докладчик попросил спросить, кто понимает такие вещи, например, как IoT, как JSON. I ask guys about who understand about JSON, about MQTT, and
Postal Dem. Мне кажется, что лучше спрашивать, кто не понимает. Кто не понимает, о чем речь идет? Окей. Ну, смотрите, значит, сегодня речь пойдет про систему искусственного интеллекта в использовании интернет вещей. Да, у IBM на платформе у вас есть разнообразные сервисы для построения таких систем, соответственно, и плюс еще будет несколько демонстраций, и будет несколько, ну, как бы, такое погружение в тему немного техническую. Да, это протокол для общения, для передачи сообщений от устройства в облако. Это очень, да, если вы понимаете, то вы от устройства складываете в некий буфер, с одной стороны, да, а с другой стороны эти сообщения забираете, и тем самым организуем вот такую вот промежуточную цепочку перед облаком и устройством. Это вот один из протоколов. А JSON — это формат передачи данных, это текст там, со скобочками, с названиями полей и со значениями данных полей. Ну, это просто вот слово. Вот. Значит, люди еще у нас подходят, у нас еще как раз 5 минут. Кто вообще с искусственным интеллектом, с нейросетями немножко знаком, сталкивался, знает? А кто пришел вообще именно вот не на интернет, точнее на AI? Прекрасно. Вот. Ну что, все там, закрыли тайм? Там есть еще сколько? Пару свободных? Ну что, наверное, можно начинать. So, let's start, I think. У нас будет микрофон. Надо улетать. Ну, в принципе, так слышно даже. Ну, я думаю, что у меня голос сядет уже через лучший микрофон. Okay, good evening. First of all, I apologize, I can't speak a word of Russian, so Dennis will translate for you if you need it. Он сказал добрый вечер, и он извиняется, что не может ни слова сказать по-русски, поэтому я, видимо, буду переводить какое-то время. Я сменю, если что. Виталий, На стульев немножко не хватает. Да. микрофон. Все, да? Сейчас это прекрасно. Сколько не хватает? 3. Еще, ну, 3-4 стула еще надо. We're talking about mic, we're talking about chairs. So when you ask questions, the most difficult technical words will test his English. Okay? Когда вы будете задавать вопросы, самые сложные и тяжелые, вы будете проверять мое знание английских терминов. So what I'm going to do today is talk about IoT, Что я собираюсь сделать сегодня? Поговорить по интернет вещей. but I'm also going to use an open source tooling called Node-RED. В основном он будет говорить, использовать open source тулинг, набор инструментов, да. который называется Node-RED. У нас вот отсюда трансляция идет. Чтобы вы... Yeah. Раз. Okay. So Node-RED allows you to write programs incredibly quickly. Node-RED — это средство быстрой разработки программ. Невероятно быстро. And the idea is that you can actually write a program in minutes that would take you days normally to write. So it's very much a composition environment that allows you to get to an end result very quickly. Но главное, то, что он сказал сейчас, Брайан, это то, что Node-RED, с помощью Node-RED и инструментов Node-RED можно за минуту разрабатывать софт, который в противном случае нужно разрабатывать часы или минуты. Дни даже. Дни, да, дни, часы и минуты. Ну, как плачется. В общем, это средство компоновки, видимо. Okay, and I'm going to do everything like demonstration. Все, что он будет делать вживую, показывать на экране. So I'm praying for a good network. И он молится за то, чтобы сеть была хорошей. And any link I use, you can find on this GitHub repository. So if you take one picture, it's that repository. Все ссылки, которые он будет показывать, вся информация, она, в принципе, находится в гите, в репозитории гит. Can you all see the screen? Вы можете видеть экран, вам удобно там.
А вот эти вот экраны мы не включаем. По-моему, там тоже Не дублируется. получается. Не получается. На все. The other screen's turned on. Normally, Okay. normally we do use not much, whatever. Okay, so I don't like that. Ему этот инструмент не нужен. Я имею в виду микрофон. So the first thing that you want to do is you want to talk about getting data from IoT devices, any sort of device. You want the data to get to the cloud. Первым делом будем обсуждать то, как получать данные непосредственно с устройств интернета вещей, получать их в облако. So I programmed this. It's C code, and it plugs into Arduino, or you can use FreeRTOS, or any. Брайан сказал, что он написал программу на C для этого устройства, видимо, да? Or this one's actually using an environment called Mongoose. It allows you- Mongoose? Mongoose. Мангуст? MongoOS. Yeah. Mongoose OS. Say it again, please. Mongoose OS. No, the whole sentence. Okay, this device is actually programmed using Mongoose OS. Это устройство работает с операционной системой Mongoose OS. And all it does Нормально? is send temperature and humidity from this little sensor up to the cloud. Все, что это устройство делает, это получает данные о температуре и влажности и отправляет их в облако. It uses MQTT, Для этого используется протокол MQTT, о котором Александр упомянул. and it also uses SSL and TLS security. И используется SSL и TLS для обеспечения безопасности передачи данных. Okay, so if you use the IBM platform, Если вы пользуетесь платформой IBM, by default we've turned off non-secure communication. по умолчанию мы включаем все небезопасные соединения. Turn off. Мы отключаем Yeah. все небезопасные соединения. I'll show you how you can turn it on if you want to. Он покажет вам, как вы можете включить это в случае, если это необходимо. Но по умолчанию они выключены. Okay, but it's important you understand if you want to do this in MQTT, you'll get not connected messages because unless you have the SSL certificate, nothing talks. Вот, здесь важно понимать, что если у вас нет сертификата, да, если вы не используете SSL, TLS, тогда, подключая свое устройство, вы получите там как бы обрыв связи. Да? Понимаете, о чем я говорю? Да? Кому непонятно? Okay, how many people have used the IBM Cloud before? Кто из вас пользовался облаком IBM Cloud до сих пор? Okay. So, start with Окей. the GitHub. If you go to this link, it sends you to a sign-up page, and you can sign up for a free account, no credit card, no money, and everything I do today, more or less, you can do in the free account. Если вы пройдете по той ссылке, которая посвящена голубым на его странице, то вы попадете на страницу регистрации GitHub. Там без денег, без карты, без всего можно получить бесплатный аккаунт. Этого достаточно для того, чтобы... Мы говорим не про Git, а про IBM Cloud. Да, там страница регистрации в облаке IBM. И можно без всяких денег, без кредитных карт, без всего получить доступ. Okay, when you've actually signed in, Если вы, когда вы непосредственно войдете, we got a number of different regions. Там у вас будет выбор разных так называемых регионов. And what you would want to do first of all is go and deploy a boilerplate. Первым делом вам придется проделать такую операцию, как deployment boilerplate. Да. And then the one I'm using is the Internet of Things starter. И тот, который он будет использовать, называется Internet of Things Platform Starter. То есть некий начальный набор платформы для интернета вещей. В вольном русском переводе. And when you're going through that, you're going to get an environment that looks like this. Если вы пройдете дальше, вы увидите вот примерно такую среду. So you get Node-RED, У вас есть Node-RED. which is a JavaScript application. Это приложение на языке JavaScript.
And you also get the Internet of Things service, И у вас также есть сервис интернет вещей, and you get a NoSQL database called Clouded. и у вас есть доступ к, у вас есть сервис, который является несеквельной базой данных Cloudant. When the application is running, Когда приложение you can access it using that link. эксплуатируется, вы можете к нему получить доступ с помощью вот такой внешней ссылки. On the cloud, we actually add a secure sign-on. On the cloud, we use a secure sign-on. В облаке мы используем безопасный механизм регистрации. And this is what the Node-RED environment looks like. А так выглядит среда Node-RED. So what we've got here is a palette of nodes. Слева у вас сказать, палитра, да, то есть набор инструментов, которые называются ноды. And each of the nodes does a specific task. И каждый из этих нодов, из этих элементов выполняет некоторую задачу. As we go through, you can add multiple tabs to separate your work. Вы можете добавлять новые закладки для того, чтобы разделять ваши проекты, там, ваши кусочки. Там. And just for your information, there's a new feature which links these tabs to GitHub projects. GitHub. И сейчас появился еще новый элемент функциональности, который позволяет объединять вот эти вот закладки с проектами в GitHub. Yeah, you can configure it how you want to. То есть можно сконфигурировать, как связаны вот эти закладки с средами в GitHub. And that's the best way if you want to collaborate on the same program. И это, наверное, самый лучший способ, с помощью которого можно организовать совместную работу над вот подобными проектами, нескольких. Okay. And to write a new program, you simply drag nodes off the palette onto the sheet. Для того, чтобы написать новую программу, вы просто, так сказать, мышкой перетягиваете вот эти ноды из левой колонки палитры на рабочее Then поле. you just drag a connection between nodes. Ну и просто устраиваете там связи, организовываете связи между этими нодами. As every good example, the first program you ever write in a new programming language Ну, как правило, первая программа на любом языке программирования — это Hello World. Здравствуйте, мир. The Здравствуйте. red button deploys the flow. The red button deploys the flow. А красная кнопка deploys the flow, развертывает поток. Runs the program. Is that easier? What runs the program? The Red button? Yeah. Красная кнопка запускает программу. And then what I've got here is an inject node. Вот это вот голубенькое, да, назовем нод, да, где написано Hello World, это нод типа inject. Everyone's looking. Inject. Initiate. Start. It actually sends a message down the wire. И все. Yeah. Этот конкретный нод просто посылает сообщение по нарисованной здесь логической связи. And the green node is a debug node. Зеленый вот этот там и нод, да, как его правильно? У нас есть какой-нибудь термин для нодов? Узел. Окей, спасибо. Значит, зеленый узел And all это отладочный узел. that does is puts a message in the debug tab. Все, что делает этот зеленый узел, он это сообщение выводит в отладочную панель. So you've got a Справа. button on the left to run the inject node. Слева синяя кнопочка, ну, там голубенькая. Is it gray or blue? Yeah, it's great. Gray. Серенькая кнопочка запускает процесс. And you can see on the right hand side we've got our message command. И справа вы видите то сообщение, которое голубенький узел отправил зелененькому. You configure a node by double clicking it.
Двойное нажатие позволяет сконфигурировать, настроить этот узел. And you can see here, I can inject booleans, numbers, strings, JSON, binary data, timestamp. Ну и здесь вы видите типы данных, сообщений, там, то, что может посылать этот самый inject узел, вот этот голубенький inject node, то есть узел. The debug node allows me to specify where in the JSON document I want to write here. So message is the root object. Message, MSG. и MSG это некий корневой объект, root object. И зеленый вот этот вот, зеленый узел отладочный, он позволяет уточнить, да, где в JSON находится или будет находиться вот это сообщение, правильно? And then here we're just looking at the payload, which is the default location. So that's where hello gets started. Параметр объекта. Планшет. There's a second one. Microphone. Подожди. No? Это для вопросов из зала. It's coming from over there somewhere. No. Это интернет вещей в действии. It's maybe it's some kind of fire signalization, no? Просто садится батарея. It's coming out last weekend. Я выключил. Ну давайте попробуем дальше. Окей. Okay. Спасибо. That's running out of battery. Раз. Раз. Он работает вообще? Да. Okay, so let's do something a bit more interesting. Ну давайте сделаем кое-что более интересное. So this node is the IoT node. Этот узел, это узел интернета вещей. I've asked it to look for the service that we've got connected to the application. The service, the IoT service we've got connected to the application. Сервис интернета вещей подключен к приложению. So if you remember when we deployed the application, we got the Internet of Things service Помните, connected to когда it. мы говорили о развертывании приложения, у нас там был сервис интернета вещей. And what I've asked for is all device data of all possible types. So I can filter to get just one. Спросил, чтобы все типы, все мыслимые типы данных, видимо, не фильтровались. Да? And you can see straight away, I've now got data coming from my little device. И вы сейчас видите, как в этой отладочной панели видны данные из маленького устройства. And if somebody wants to just hold that and Если make it кто-то hotter, его поддержит и сделает you should так сказать, see that теплее, the temperature starts. вы увидите, как Going up. данные будут отражать на повышение температуры на устройстве, на датчике. Вот отладочная панель справа. That's it. Это ж фантастика, правда? So every 10 seconds, there we go, 28. So if you breathe on it, you should also see the humidity going up. So Если на нее подышать, вы увидите, как изменяются данные по влажности. there we go, humidity Вот, 91%. пожалуйста, 91 с So лишним процентов. gentleman is alive. Этот So джентльмен, we've got который live дует, data. у него все в порядке. Это мало. Вот себя. Вот таким образом мы видим, что данные поступают с маленького устройства. This is what centigrade. It's, Это по Цельсию. and humidity is percentage. Ну и влажность в That процентах. one is to view for a good man, right? But hopefully you'll see you can't get easier to get IoT data from a platform into your application. It's that easy. Ну, вот таким достаточно простым способом можно получить данные с устройства в платформу. Okay, so the next thing I'm going to show you is a site called nodered.org.
Следующим пунктом программы Брайан покажет сайт, который называется nodered.org. And because this is an open source technology, there's a large community of developers. Значит, так как это было уже сказано, что это open source средство, все открыто, существует большое сообщество разработчиков. And what we can see on this site, by just selecting nodes, there are nearly 1,400 different nodes available to add to the palette. И как видно здесь вот из там циферки стоят, да, он сказал, что 1400 разнообразных узлов уже готовы, кем-то написаны, кем-то созданы, для того, которые вы можете добавлять в свои программы. So for many online services, Таким образом, для большинства онлайновых сервисов, IoT hardware, things like Johnny Robot, для большого количества устройств интернета вещей, таких как упомянутый Джонни Робот, не знаю такого, но if you program robots, you know about Johnny Robot. если вы пишете программу для роботов, вы знаете, что это такое. Я не пишу. And multiple cloud providers. И для разных Облачных провайдеров, поставщиков облачных сервисов, услуг. So the IBMers in the room, cover your ears, because this runs on Amazon, Azure, it can be hosted on any other cloud provider. We run it on IBM as well. Ну, речь идет о том, что этот Node-RED вы можете использовать в любом облаке, даже не в IBM, в Azure, в Amazon, да где у вас есть аккаунт. And it's really easy to add new palettes. И весьма просто добавлять новые инструменты, новые наборы инструментов под эти самые палитры. So you just search for the node in the install section, and this gives you all the nodes available within that search term, and then you just hit the install button. То есть вы ищете в поисковой строке, вас интересует Twitter, вот вы видите, какие узлы имеют отношение к работе с Twitter. Можете установить их прямо оттуда. So, the one thing you often want to do when you get IoT data is visualize it. Очень часто, когда вы работаете с данными из интернета вещей, вам хочется эти данные как-то визуализировать. So one of the sections of nodes that I've added is the dashboard nodes. Одна из секций Dashboard node. есть целый набор узлов, которые отвечают за дашборд, ну, в общем, за какое-то отображение, за визуализацию. And this allows me to very easily visualize data. И этот набор узлов позволяет ему достаточно просто визуализировать получаемые данные. So if I select a node and then go to the info tab, the documentation on how to use it is there. Если он инсталирует узел, то в закладке, которая называется «Инфо», можно посмотреть на документацию, на справку о том, как работает этот узел. So this one tells me it wants the data in message payload. Вот. В данном случае конкретный узел написано, что ему требуются данные в message payload. So if I look at what I've got, within my payload, I've got an object called D, and then within that object, I've got a temperature property and a humidity property. У него есть в данном случае объект D, а внутри его существует два подобъекта, назовем, да? So if I Температура want, и влажность. sorry, if I want to put the temperature in a gauge, I've got to move the temperature to be the root of the payload. Can you say it again, please? If I want to chart the temperature, А если он хочет визуализировать данные по I температуре, just need to make the payload object just contain that property value. ему нужно, чтобы payload, объект типа payload содержал только температуру. And there's a node to do that. Есть узел, который отвечает ровно за эту манипуляцию. And this allows me to set the payload to message. Этот новый желтенький узел, который он добавил, позволяет ему
So I'm going to set the payload value to the value that's in message payload dtemp. Message payload dtemp. So that should just be the number. Оставить только, получается, температуру, да? То есть создать вот этот самый message payload, в котором есть только температура. And Правильно? then, Ни у кого нет. Sorry. Go. Ни у кого нет возражений, уточнений, вопросов. Нормально. Thank you. I can create groups and lay out my dashboard, and I'll cover that in a little bit. Он может создавать эти группы, разные layout, Слои. слои. Хорошо, слои. И он покажет это чуть позже. And what I can also do is get it to color code it based on ranges as I want. Вот, он может применять там цифровую маркировку, цветовую маркировку в соответствии там, с какими-то назначенными диапазонами. So I'm going to set the gauge range between 0 and 50. Ну вот, разброс он хочет поставить от 0 до 50. And I'm going to say anything over 25 Он хочет сказать, что should go yellow, and anything over 35 should go red. хочет сделать так, чтобы все свыше 25, любые значения подсвечивали желтым, а свыше 30, да? Ну, Красным. понятно, понятно. Ну, мало ли, вдруг непонятно. На английском все. And then just by adding those two nodes, И вот путем добавления вот этих только двух узлов, oh, I've actually got it on another tab as well. он их на другой вкладке. But this is the gauge that I've just created. И вот This bottom one. gauge. Как это по-русски сказать? У кого есть мнение, как сказать, шкала? А вот эти вот визуальные элементы, да, вот создавались почти у вас на глазах. Right, I've just disabled that other tab, and it's caused it to go away. Легким движением руки отключаются ненужные The joys of закладки. live demos. The joys of live demos is actually lost connection. А, произошла некая потеря связи. But while that's going to come back, let me switch to another tab. Давайте вернемся, давайте на другую закладку посмотрим. Because Потому что Node-RED also runs on a Raspberry Pi. Node-RED может работать и на устройствах типа Raspberry Pi. So how many of you are you familiar with Raspberry Pi? Кто из вас знаком с Raspberry Pi? So it's just a single board computer, Это одноплатный компьютер. and it comes in a big version Он бывает там в большом варианте и в, очевидно, or a маленьком. little version. Или в маленьком. It runs a version of Debian Linux, На нем работает Linux под названием Debian, and Node-RED is installed by default. и Node-RED входит в штатную поставку. And what I've also got is this little add-on board, which is called the Sense Hat. И еще есть дополнительная плата, которая называется Sense Hat. Sense Hat. Yes. Hat. Yes. Sense Hat. Hat по-нашему. Hat. Hat. Звук. Yeah. In Raspberry Pi world, an add-on board is called a hat. В мире Raspberry Pi это называется Hat. So just to show you what we can do is, got my little friend here. He's been in the war, so he's a bit fragile. He doesn't like getting crammed into suitcases. Ну, чтобы показать это в действии, у него есть маленький желтый помощник, который побывал в багаже, я так понимаю, да? And just to Путешествует с ним. Sorry. You want to say a few words about this Yeah. yellow Yes. creature? Yes. Okay. So what's inside there is a Raspberry Pi.
Внутри этого устройства Raspberry Pi. I've added the Sense Hat to the front. На передней панели вот этот Sense Hat. He's got a servo to wave his arm. Там есть сервопривод, видимо, да? Чтобы двигать рукой. And there's an RGB LED on top. И есть Red, green, LED, blue. как по-нашему? RGB LED. Светодиоды, да. Разноцветные светодиоды. And what you'll see are there are a set of nodes То, что вы видите здесь, это набор узлов, to also manage the hardware. которые могут управлять этим самым железом. So if I want to get him to wave his arm, I can just send the right message to the servo node, the GPIO node. Вот. И в данном конкретном примере он может And you can see I can just move his сообщениями arms. управлять сервоприводом. Similarly, by sending the right string to the LED node, Правильным образом отправляя сообщение на тот узел, который отвечает за свои светодиоды, он может заставить эти самые светодиоды моргать. I can control that. Он может управлять. By sending the right string to the SenseHat, I can get it to do that. Если правильную строчку послать в правильное место, можно делать массу вещей. Например, вот там, некую визуализацию на лице. What we've also got is the ability, if I turn on this message here, to get, these are a bit quicker, if I just open this up, you can see that I'm getting temperature, humidity and pressure because the SenseHat has a chip that'll give me that, it'll give me motion, it's also got a compass on it. Вот набор SenseHat, Вот этот набор SenseHat, который здесь смонтирован на передней панели, там есть датчики температуры, влажности и информацию с них вы можете видеть в отладочной панели. Поступая. And last but not least, there's actually a camera peeping out of the eye there. So there's a little Raspberry Pi camera in there as well. И там есть также маленькая Raspberry Pi камера. And there is a little microphone, and I've got it connected to the Bluetooth speaker. И там есть маленький микрофон, который и подключен это все к громкоговорителю, подключаем его с помощью протокола Bluetooth. And there's a node to manage the audio on the Raspberry Pi. И есть соответствующий узел вот на ноутбуковой панели, который отвечает за аудио, за работу с аудио, со звуком. So if I can actually push this button, and I can record myself, and it'll play it back, just what I'm saying. Я, например, могу нажать кнопочку и записать на этом роботе свою речь, и потом заставить его воспроизвести эту самую речь. Hello, welcome to Moscow. Hello, welcome to Moscow. It's not a very good microphone, but it's cheap. Ну, это не самый лучший микрофон, но зато он дешевый. So now we've got all of that functionality available in Node-RED. Теперь вот все эти компоненты доступны в Node-RED. You can do this. И вы можете вот ими And what we've done is I've pulled the hardware capability, combined it with some services from the IBM cloud to give us a nice interactive little demo. И в рамках той демонстрации, которая будет показана, значит, он соединил вот эти аппаратные возможности с сервисами в облаке IBM. And one of the things I've done is added a dashboard to this as well. Ну и вот этот дашборд, то есть Измерительный прибор вообще. измерительный прибор. Некую визуализацию измерений он тоже добавил сюда. So you'll recognize we've got the gauge with the current temperature on. Вот у нас шкала, да, то есть приборчик, да, на панели, который отражает температуру. I can use this button Он to может control the camera, пользоваться take a picture, с помощью кнопочки, он делает снимок. and there you are. И вот это вот снимок, который сделан с помощью камеры на этом роботе. And then I can ask Watson what's in the picture.
Watson thinks this picture contains a grey color building. Он сейчас спрашивает сервис Ватсона, который в облаке IBM развернут, спрашивает, а что, собственно, на этой картинке? Она ему отвечает человеческим языком, английским, что это серое здание. So what we can see is what the visual recognition has seen and the confidence of what it thinks is. На этой табличке вы можете видеть, что подумал о данной картинке, как ее распознал сервис, развернутый в облаке IBM под названием Watson Visual Recognition, то есть распознавание визуальных элементов. И там описаны догадки сервиса относительно того, что изображено на снимке, и вероятности, то есть уверенность этого сервиса в том, что именно этот объект изображен на данном снимке. То есть первый пункт там вид здания, второй пункт аудитория, третий комната для лекций, да, лекторий, да. Значит, четвертый пункт что-то внутри, да, то есть какое-то помещение внутри, дальше там зал, дальше лицей, то есть какая-то школа, там, зал для публичных выступлений. И последним пунктом с огромной вероятностью, с большой уверенностью серый цвет. Справа видите вероятность, да, то есть уверенность того, что уверенность сервиса в том, что вот эти вот соответствующие предметы или там здания, сооружения находятся на данном снимке. What we can also do is we can control the microphone Но мы также можем управлять микрофоном from there, but I can also control it using the joystick that's on the sense hat. Он может также Брайан может пользоваться джойстиком, который на панели робота находится. So this is where demos go wrong. Нет. What's the temperature? What's the temperature? Okay, didn't actually get that. Брайан спросил робота, какая же температура, а то, что получил он в ответ, я не понял. What did you get in response? Not what I expected. Он получил не совсем то, что ожидал. So let's try something different. Давайте попробуем немножко по-другому. What's the weather like? Что за погода? Moscow, Tuesday, snow showers only. Low -6 C. So the enunciation isn't very good, but you can use VoiceML to customize and get it to sound a bit more human. То есть, собственно, то, что Брайан получил, он спросил, что за погода там, где он сейчас, видимо, находится, и в ответ получил, некое состояние погоды в Москве. Брайан сказал, что вообще произношение не очень, даже не столько произношение, а именно вот компоновка фразы, да, она не очень удобна. Те, кто английский понимает, те могут оценить то, что я сейчас говорю. То есть сказали не очень удобно для понимания, но в принципе с помощью VoiceML можно это дело настроить и там поднастроить так, чтобы это было удобно для слушателей. And the way that demo worked, I'm just looking for keywords. И эта демонстрация работает следующим образом. Он просто перебирает ключевые слова, как вы видите, вот там в панели показано справа. So this isn't a very intelligent conversation service. It's just looking for keywords, and then when the keyword matches, it'll send the message out at the appropriate connection point. Это не очень такая навороченная система. Она просто ищет ключевые слова и в зависимости от этих ключевых слов инициирует ту или иную процедуру. So when I use the word weather in a sentence, it just come out of this one, went to the Weather Underground service, got the local forecast for Moscow, and then sent it out to the speaker, which I'll show you about. Вот. Ну и в том случае вот, конкретно значит, на слово weather по-английски погода, по-русски погода, по-английски weather, там запускается некая процедура, идет обращение к сервису, как называется Weather Underground, получается данные о погоде в данной конкретной точке, в данном случае это в Москве, и выводится как-то там еще. So what I'm going to do now is switch and use a conversation service.
Сейчас он будет использовать сервис, который называется Conversation в облаке IBM. So I can start the conversation, and you see a little speaker-like icon. Он начинает разговор, как бы, conversation, и вы видите маленький значок, который показывает громкоговоритель, да, или микрофон. Hello. Привет. Oh, no, well. Is there anything I can help you with? Я тебе могу чем-то помочь? What's the weather like? Как у вас с погодой? The current weather is clear with a temperature of 4.8 centigrade. Is there anything I can help you with? Текущая погода ясна, температура 4,8 по Цельсию. Чем-нибудь еще могу помочь? Don't think that's Moscow. Ладно. It's too hot. Он говорит, что это вряд ли Москва, потому что слишком жарко. I think that's London. I think I've got that left. Скорее of всего, это London. лондонская погода. What's the temperature? Какая сейчас температура? The current temperature in centigrade is 30.24. Is there anything I can help you with? Температура в настоящий момент 30,24 градуса по Цельсию. So what Чем-нибудь we еще могу помочь? so what we've actually done here is combined live IoT data into the conversation. Сейчас вот вы увидели пример, когда данные в реальном времени из интернета вещей стали частью вот этого самого разговора, да, conversation, то есть общение с чат-ботом. Goodbye. Чао. Thanks for talking. See you soon. Спасибо. So that Увидимся. that just shows you a little bit about combining hardware control, calling services in Node-RED. And what you might be surprised is there is very, very little code I had to write to achieve that. It's all drag, drop, and connecting nodes. Ну, вот в том примере было показано, как аппаратная часть, какие-то датчики, какие-то актуаторы, да, там, приводы взаимодействуют, участвуют в системе вместе с в общем, железом он пользуется, сервисами, которые в облаке, и все это вместе получается некая система, для программирования которой он не написал ни одной строчки. В основном все это дело целиком, полностью все делается в среде под названием Node-RED с помощью визуальных вот этих вот элементов. Возражений нет? Вопросов нет? Есть вопрос? We have a question. Yep. I'm wondering, is this system used in production environment somewhere, or is it mostly for prototyping? Performance, energy efficiency, that sort of stuff. Okay. Вопрос был, используется ли эта среда в продуктивном режиме? Правильно? Или только для прототипирования, правильно? There are companies that are using Node-RED in production. Most people use it for prototyping. Большинство пользуются именно для прототипирования, для создания быстрых прототипов. Но есть компании, которые пользуются системами, разработанными на Node-RED в продуктивном режиме. There are some changes coming in the next release, or next two releases, that will make it more production ready. В следующих двух релизах мы ожидаем появления новых элементов, новых функциональностей, которые позволят еще лучше использовать систему на Node-RED в продуктиве. But as an example, Intel have embedded Node-RED in their commercial gateway as the local logic capability. Which Intel Intel is into the commercial gateway. Commercial gateway, IoT gateway. Вот для примера компания, корпорация, даже, Intel включила Node-RED в поставку своего продукта под названием Commercial Gateway в качестве как бы, вот, боевого средства. Okay. So what we're going to do now is have a little bit more look at some of how this was created. By the way, the only code that was used was formatting this table in HTML.
this is a template node which I can send HTML to so I can format this table. That's the only code that's written in the entire demo. Во всем вот этом во всей демонстрации, которую вы видели, в демо-примере, единственный код, который был написан руками, это был HTML-код для форматирования вот этой таблицы с значениями уверенности и объектами на видео. Okay, so I want to take you back to this repository. Теперь он хочет вернуться в репозиторий. Because what I've done is I've included a sample flow that you can run on the cloud. Yeah. Okay. В этом репозитории находится вот этот некий flow, то есть будем считать программу, да, который можно использовать в облаке IBM или не в облаке IBM. So Node-RED flows are just JSON documents. Вот эти flows, то есть потоки, не знаю, как лучше назвать, потоки Node-RED это JSON. Да. So all I have to do is copy that. Все, что я должен сделать, скопировать это. JSON. And then in a Node-RED editor, И затем в редакторе Node-RED, which is that one, you go to the menu, import clipboard, в меню import, clipboard, я не знаю, как по-русски это. and then just paste it in. И paste. Вставить. Спасибо. And that will add this tab to your palette. И будет добавлена еще одна закладка в вашу рабочую эту панель. Все. And this allows you to replicate a lot of the functionality in there, but without needing the hardware. И вы можете таким образом переносить или там размножать кусочки, кусочки функциональности. То есть элементы функциональности вы можете таким образом просто переносить. Правильно? So, Без железа. Без железа, он сказал. Без железа. Спасибо. Без железа. okay. Вопрос. Question. Скажите, вот мы видели, что там, вы спросили Watson, умеет ли Watson в обратную сторону понять, что сейчас 30 градусов, и там включить кондиционер или предложить набор ничего, может быть еще что-то сделать, может быть переодеться в пляжную одежду. Вот это Watson умеет. An example about earlier, you asked Watson. What's he doing? Okay. Can Watson check the weather himself? Things. Instead of you asking Watson, can Watson sense? Okay. That's how I understood the question. No? Нет? Ну давайте тогда еще раз. В ходе примера мы увидели, что мы подключили датчик температуры So, Watson, you have the temperature sensor, Yeah. and you connect it with the temperature sensor to Watson. Yes. So, Мы спрашиваем Watson, какая температура, он нам отвечает 30 там, с чем-то градусов. you asked Watson what was the temperature, Yeah. and Watson responded this and that. Yeah. Вопрос. Умеет ли Watson сейчас сам посмотреть, сам обратиться к датчику, Can Watson on his own ask the sensor? понять, что No. 30 градусов, No. и предложить какое-то Understand that решение? currently it's 30 degrees, and initiate something. Like switch on the aircon or something. Okay, so I'm going to go and show you some of the services so you'll understand how they work now. Он сейчас покажет какие-то сервисы и как они работают. Это будет, наверное, таким прямым ответом на вопрос. Имеется в виду, можно ли это запрограммировать, или есть ли это у него в его программе? Вот, если надо разделить вопрос. Alexander says, well, it may be important to understand whether it's part of your demo, but generally possible, or it can be generally programmed in
Watson can be generally programmed, taught to, trained to. Yeah. So Watson has a lot of different services, and you can combine them with your custom code, which could be Node-RED or it could be programmed to do that functionality. So all the services to implement this are available in Watson, but you do the connecting of them. Вообще существует конечное количество сервисов Watson в облаке IBM, и он об этом немножко скажет, да? И каждый из них делает какой-то конкретный кусочек. Да? Дальше существует Node-RED, с помощью которого можно что-то запрограммировать, объединив разные сервисы в какие-то там системы. Да? Но, скорее всего, придется что-то делать и руками либо в Node-RED мышкой, либо писать код. И это возможно. Но на конкретный ваш вопрос, там, может ли Watson сам что-то угадать, я думаю, что ответа нет. Нужно с этим, он вам покажет те сервисы, которые есть, а дальше вы решите, насколько это может быть использовано для того, что вы хотите. Хорошо? So this allows you to create any scenario you want, in any conversation, context that you want, without having to wait till Watson supports that. You can create your own applications, your own specific industry or domain areas. Понимаете, вот с помощью Node-RED, как средство разработки, да, то, что показывали чуть раньше, да, и тех сервисов, которые есть в облаке, можно создать очень большие, гибкие, интересные системы. Вот такой ответ. То есть формально сейчас нет. В данной демонстрации. В данной демонстрации это не показывается. Я не про демонстрацию спрашиваю, вообще правильно. Давайте дождемся показа сервисов и дальше вернемся к этому вопросу. Хорошо? Нет возражений? Единогласно. Движемся дальше. Okay, so if we look at the application, we get the two services for free, but I've added a lot of other services to this application. Вот в этом приложении... Так, меня слышно, нет? На задних рядах, нет? Пока слышно, да? Спасибо. Значит, два сервиса автоматически являются частью приложения. Вот он показывал Internet of Things и Cloud. Но он добавил еще ряд сервисов туда, в это приложение. Он покажет, что с этим делать и зачем. Бесплатный был, а бесплатный? Are these all for free or? Right, I'm going to show you that. So to add a new service, Добавляем новый сервис. there we go. You hit the create resource, and then if I want to search for Надо создать этот самый ресурс. Дальше anything with light is free, has a free tier. Везде, где написано Light, вот все сервисы, где есть отметка Light, они бесплатные. У них есть бесплатный как бы уровень, вы можете их добавлять и в бесплатный аккаунт. So if you look, Бесплатную учетную запись, простите. so if you look at the Watson services, Если вы посмотрите на сервисы Вотсона, the conversation is the service that I was talking to. вот сервис под названием Conversation, это тот, который он показывал в предыдущем примере. We also have text to speech, speech to text. У нас есть также там text to speech, speech to text сервисы. Fortunately, they don't support Russian today. К сожалению, они не поддерживают русский язык. Все, да? But there's also things to help you search, build a search capability. Вот сервис Discovery помогает там реализовать некие возможности по поиску. It helps you understand language, the way that we speak. Обрабатывать естественный язык. Есть сервис Natural Language Understanding. There is a language translator, and I'll show you how to add that to the demonstration. It's not part of the demonstration. И есть сервис по переводу с языка на язык, он покажет чуть позже, как это работает. But the one thing to understand about Watson and how they are slightly different to some other similar capabilities, these are designed to be trained.
Важная вещь о сервисах, которые здесь показаны, о сервисах Watson, заключается в том, что все эти сервисы созданы для того, чтобы их тренировать. Вопрос, а что вы имеете в виду под словом тренировать? So Надо сначала обучить их, а потом использовать. First we need to train them and then use it. yeah. So out of the box, most of the services will contain an amount of data, trained data. Это означает, So- что из коробки, вот so когда вы when только I- подключаете их, в этих сервисах содержится некоторое количество данных. В буквальном переводе. Тренировочная. Тренировочных данных. So when I asked the visual recognition system to look at that picture, it picked out there was a room, it might be like a lecture hall, there were some people, it recognized a grey pillar. So these are built in. Например, вот в том примере, который чуть раньше был показан, когда мы смотрели на фотографию вот этой комнаты, да, сервис под названием Visual Recognition, он мог определить, что это здание, что это серый там, и так далее. But if I wanted to get that service to do quality control on a conveyor belt, I would need to teach it by showing it photographs of what is good and what is bad. Но если он хотел бы использовать этот сервис для, например, контроля качества на конвейере, правильно? Вот. Тогда этот сервис нужно было бы научить, то есть подать ему на вход некоторое количество размеченных данных, то есть там, фотографий хороших, примеров, так сказать, положительных и отрицательных. То есть научить этот сервис распознавать конкретные объекты или конкретные ситуации. And another differentiator is when you train a service, all that training data is private to you, your instance. It's never shared with anybody else. И важный аспект здесь это то, что если вы обучаете этот сервис на своих данных, то результат этого обучения только ваш результат. Он не делится, вы им не делитесь ни с кем. Это ваш собственный инстанс. Он доступен только вам. Он доступен только вам. Ну, до тех пор, пока вы не захотите им поделиться с кем-нибудь. There is two things. It is input data, for example, the photos of better or good, and also it is a question of Watson. I mean, what input to the private part of the cloud? The photos of the bottle of bad products, or for example, I am another customer and I show the photo, and Watson say me it is bad product, or Watson say I don't know this product. If it is another customer, It won't recognize it. So any of the learning. Вопрос был. Сейчас. Hold on, Yeah, please. That's my turn. Yeah, yeah. Вы спрашиваете, значит, если вы научили свой экземпляр сервиса, правильно? я тоже по-русски. Давайте. То есть я имею в виду, что мы когда обучаем эту систему, мы в нее вводим данные свои, то есть свои там, фотографии, Да. грубо говоря, они попадают в Watson Cloud, то есть Да. куда-то на сторону, грубо говоря. В облако IBM, да. Да, облако IBM. А Watson, то есть мы понимаем, что Watson говорит, что это ваша информация, я как бы ее никуда не передаю. Но тем не менее Watson как бы на ней обучается, и, допустим, если он потом видит этот продукт, он не может сказать, что это, допустим, плохой продукт. Но в то же время он не может расширить эту картинку, потому что это понятно, что она наша. Но может ли он расширить то лишь, то есть может ли он сказать, что это действительно плохой продукт? Что в разных контекстах может быть разные решения. Я думаю, именно конфиденциальность данных Yeah. и решение You базовых send данных. some Yeah. photos То есть Yeah. to the cloud. конфиденциально, понятно, что входные данные не конфиденциальны, а то, что решения, которые базируются на базе моих данных, That's good. они What about the конфиденциальны model? или они все-таки No. Will доступны this для всех? model be somehow shared with others? Ну, то есть потом они, грубо говоря, доступны для других людей. Все, я понял. Спасибо большое. Это важный вопрос. Я даже включил микрофон. Так вот, еще раз. И данные, которыми вы обучаете свою версию, свой инстанс, да, свой экземпляр сервиса, и модель, которая получилась после этого обучения, она только ваша.
Она не шерится, не разделяется, не передается без вашего метода. То есть, если вы хотите, если вы, например, это делаете на продажу, или вы с помощью этого собираетесь открыть, там, не знаю, облачный сервис, да, тогда вы как бы продаете и делитесь этой моделью. Но другому клиенту, который находится в облаке IBM, пользуется тем же самым сервисом, ваша модель, ваш результат вашего тренинга не будет доступен. Okay? So if I just click in and look at the documentation, you'll see that this is what we've been using now. You can have a custom model. There's also capability to recognize face, so you can ask it, if you show it faces of famous people, it will recognize. It's been trained a lot on American, but you can show like a picture of Einstein, it'll recognize Einstein. It's American. Yeah. Здесь мы сейчас, Брайан показывает раздел, который документацию содержит на сервис. So these are some beta ones that you can also get it to look at that we're doing. Некоторые модели, вот там он показывал, уже существует, уже натренированный, например, сервис. Этот сервис натренирован на то, чтобы распознавать публичные известные фигуры. В основном американские, там, президенты каких-нибудь, или там Эйнштейна, да. Есть даже другие модели, он показывал, я пролистал, я не заметил. But if you look at the light plan, you can create one custom model. So without having to put a credit card in, you can actually go and create your own model. You can put 7,500 events, which could be images. So you can actually play with the service quite freely. Брайан говорит, что вот даже на бесплатном уровне, этот, который называется Light, вы можете создать одну свою собственную модель. Бесплатно. Без кредита, без денег, без ничего. И можете поэкспериментировать с использованием этого сервиса, научить его чему-то. Are there any limits for values for custom model? Какие пределы, какие ограничения по обучению частных моделей? As long as they fit in with that, the total numbers, so whether you're going against a standard model or a custom model, you're allowed 7,500 events. I see. So we don't really say what model are against, it's just a count of events in the light plan. Мы только считаем, как я понял, количество вот этих вот событий. And that's from number of pictures and volume of pictures and number of pictures for training. No limits for one model, for one free model. No, yes? Yeah, you got 7,500 events, which include picture uploads and also sending pictures to say what does this picture contain. То есть вот на бесплатном уровне существует ограничение, которое называется, которое представляет из себя 7,5 тысяч событий. Этим событием может быть либо отправка картинки для обучения, либо отправка картинки для определения, что же на картинке находится. В месяц или за все время? Is it per month or total? Eternally. For the lifetime. So if you have a large model, I can use it once a month, and after it I will not be able to use it. You can train a custom image with up to 5,000 images if you want, a custom model with up to 5,000 images. Для своей собственной модели вы можете использовать до 5000 изображений при обучении. I actually don't know the answer, is it per month? But Обновляется через 30 дней. Брайан говорит, что он точно не знает, за месяц это или нет, а из зала поступило подтверждение, что это за 30 дней. Ну там написано в день. Методом краудсорсинга, много пар глаз, посмотрели на изображение, сказали, что это всего 30 дней. I'll have to find out that for you. I actually don't know. They say it's for 30 days. That's the limit for 30 No, days. so 30 days is, if you don't use it for 30 days, IBM will delete it. Если вы 30 дней не используете эту модель, не учите, не используете. The idea is we don't want you creating a lot of free resource and then going away and never using it. So a lot of light services have an inactivity cleanup period. So if you do nothing against it for 30 days, it will be deleted. Если никто ничего не делает с этой моделью в течение 30 дней, ее просто удаляют.
That's just the free light plan. Это на бесплатном вот этом light плане. Чтобы не плодили никому ненужные сущности, да, подчищаем через 30 дней. Ну, сделал, получилось. Если потерял интерес к этому, через 30 дней это уже понятно, да, и удаляют. Если сделал и нравится, как правило, пользуются чаще. Да? Там было написано, что удаляется в любом случае через 30 дней. А, Если can we хотите make a- использовать дальше, платите деньги. Там не ставь. На light плане, да. На лайт-плане, да. На light плане. Но если у вас, например, потребности больше, чем light план, то есть вам нужно больше этих самых ивентов, да, тогда вам нужен стандарт план, стандартный план. А с ним, я так понимаю, через 30 дней ничего не пропадает, но зато за него нужно платить. Бесплатный сыр известно где. But if I make backup of model and after it I'll delete it, and then in my if I make new model from backup, it's free, and I make it in a job every month. Yeah, you can, most of the models you can export. I don't know about the visual recognition, I don't know how they export them, but most of the models you can actually export and then import them. Брайан говорит, что большинство моделей можно экспортировать, то есть вынимать, там как-то сохранять у себя на устройствах. Вот. Но конкретно про сервис Visual Recognition, как там налажен вот этот экспорт-импорт, он сказать точно не может сейчас. Okay, so we're now going to look at this sample, which is the flow that you can import from that repository. I have got the IoT node again, so this is pulling my data. Ну, итак, еще раз, вот эта вот рабочая панель, значит, закладка, узел IBM интернет вещей платформы, значит, там данные получаются устройства. Okay, in the Internet of Things console, В консоли управления платформы интернета вещей, this is how I manage it. If I go into settings, это то, как мы этой платформой управляем. Вот можно сходить, можно посмотреть в раздел настроек. I said I'd show you how to turn off security. Я покажу вам, как управляться с безопасностью. So connection security, and then you can see this one is turned off, TLS optional. Сейчас вот Normally в этом it's разделе вы можете TLS. управлять шифрованием TLS. So if you want to connect MQTT devices without having to import the certificates and set up an SSL connection, go TLS optional, and that allows unsecure connection. Not recommended for production, but when you're playing around, this saves you an awful lot of hassle of decoding in C. Если вам нужно подключить устройство без сертификатов, да, без заморочки с сертификатами, тогда вам нужно пользоваться вот этим пунктом TLS Optional, это будет возможно. Для продакшн, для сред продуктивных вряд ли это применимо, но для разработки, прототипирования, для того, чтобы поиграть с устройствами, да, это вполне достаточно. Another feature that's useful is if you turn on the experimental feature to activate the device simulator. Так, еще один важный раздел, так, что это такое, активировать некий эмулятор устройства. And that allows you to set up a simulated device. So if you have no hardware, you can set up a simulated device. And here, you'll recognize this. I've used the same structure that I'm having that device use. But here, I'm fixing the humidity, but changing the temperature randomly between 0 and 50. Вы можете, здесь, как видите, да, это похожая, да, структура, которую мы рассматривали в начале лекции. И в этом разделе для тех, у кого нет устройства физически, да, можно его симулировать. And I'm also getting it to send 4 events a minute, so every 15 seconds. Для отладки вот он установил, что каждые 4 каких-то события происходят каждую минуту. Вот этот эмулятор этого устройства создает 4 события, и параметры там были описаны. Там,
какой-то показатель по температуре, какой-то показатель по влажности. So, that means Итак. to go and make sure that I've got that turned off. Надо убедиться, что все, что не нужно, отключено. So now when we get a device event, it should be from that simulator. Вот это сейчас мы, я так понимаю, будем работать именно с событиями, которые создаются в эмуляторе. Because I'm asking for devices that are of the simulator device type. Вот этот тип устройства, это означает эмулятор. So I shouldn't Эмулированное receive устройство. any device, any of the messages coming off my real Он не device. будет получать никаких сообщений с настоящего устройства. Okay, so when you set up the conversation service, Когда вы настраиваете вот этот сервис Conversation, what you have to do is you have to tell it what we call the workspace ID of the conversation service. вам нужно сообщить так называемый идентификатор рабочего поля, Workspace ID. And if I just go into И я перехожу по какой-то ссылке, куда-то я иду. right, what I've included is a link to where I've saved the conversation. So if you want to import this conversation, again, it's a JSON document. Опять, значит, вот мы в этом You can just import гид-репозитории. Это, значит, JSON документ. Делаем, копируем его, вставляем куда-то. So this is the conversation composer. It's all online. Вот инструмент, который называется Conversation Composer. And then what you can see is you've got multiple workspaces. У вас есть разные рабочие поля вот эти. On the free service, you can have up to 5 workspaces. На бесплатном уровне использования этого сервиса у вас есть возможность создать 5 таких зон, 5 таких рабочих полей. And if I create one, I've got the option of importing that JSON document. Если я создаю такое поле, у меня есть возможность как сказать, импортировать, да, JSON документ. If I use the link here, I can get the information. Если я пользуюсь ссылкой, которая там есть, That is the workspace ID for this workspace that I have to put into the conversation service. и там как раз и находится вот этот идентификатор рабочего поля, который нужен нам в другом месте. So when you set up a conversation workspace, you're defining the flow that you want the conversation to take place. Когда вы настраиваете сервис Conversation, вы описываете то, как, собственно, взаимодействует это Conversation, то есть разговор, должен осуществляться. So if we go and open up this conversation workspace, Теперь мы открываем непосредственно рабочее поле сервиса Conversation, настройки. what you can see is there are 3 tabs. There's a build, Есть 3 закладки. there's a deploy, Build, Deploy и and then there's a set of tools to allow you to test and improve how the chat service works. есть набор инструментов для того, чтобы улучшать существующие вот эти вот боты. And what you do is you tell the conversation service 3 things. The first is intents. So, И вы сообщаете сервису 3 вещи. Первое – это intent, то есть намерение, да? Как сказать лучше? У кого-нибудь есть идеи? Intent. this is testing your translation skills. Это проверка моих способностей переводить. Okay, and for this little guy, the intents were say goodbye, say hello, change the color of the light, I didn't show you that, or get some information. Вот 4 этих самых намерения, интента, которые были описаны для робота в примере выше, это приветствие, да, поменять, можно поменять цвет светодиодов, которым они горят, да, поприветствовать, попрощаться, поприветствовать, и поменять цвет и получить какую-то информацию.
So they're the 4 things I want to do. Это всего лишь единственные 4 вещи, которые он собирался делать в рамках демонстрационного примера. And then the entities, the nouns, the things I want to operate on. Дальше есть 4 сущности, с которыми он будет работать, или работал, уже показывал. Of colors, Это цвета, degrees, градусы температуры, temperature, температура and weather. и погода. So what the conversations service is going to do is try and identify what I'm talking about by using this list of values to try and identify what things mean. У каждой этой сущности существуют вот описанные создателем, в данном случае, разные варианты, да, значений. So I'm training it here how to recognize these entities. Вот сущность под названием цвета бывает зеленый, оранжевый, желтый, розовый, голубой или синий, красный, пурпурный, фиолетовый, да, и черный. И он, значит, таким образом настраивает, собственно, да, вот, он настраивает. Values is a keywords. Sorry? Values, it's a keywords. Keywords. Yes. Ключевые слова? Yeah. Вопрос. You train it by voice? No. Вопрос был, These ones are just голосом like- обучает. Only I type these in. Он просто печатает, набивает вот эти вот сущности здесь. Yeah, and then the system provides a list of things that it knows about by default. И есть некоторый набор вот этих сущностей, я так понял, которые по умолчанию известны системе. Например, там валюта, дата, в смысле, день, да, там, So it will recognize a certain things. In Russian, you're probably going to have to create your own system entities. Для русского, для работы с русским языком, скорее всего, придется создавать свои собственные вот эти вот системные сущности. Потому что то, что вы видели, это вот то, что зашито в систему. And then once you've defined the entities and intent, you then set up a flow of what you want to happen in the После conversation. того, как вы описали вот эти интенты и entities, то есть намерения в моем переводе, и entities, то есть сущности, да, вы можете дальше уже проектировать сам диалог. So here you can say, when I get a welcome, it will respond with hello, how can I help you? Например, если возникает, значит, если есть вот, да, сценарий описан сейчас, я не знаю, как по-русски лучше сказать, видимо, уже подустал. So, is it keyword welcome? So welcome was one of the intents. Окей. Слово welcome, So или greeting. это слово относится к интенту, обозначаемому как там, greeting, да? Система приветствия. Она должна понять. So I taught it how to recognize a greeting by giving it an example of things Брайан it дает might. примеры того, каким образом система может опознать, что идет именно приветствие. Вот несколько там ключевых слов было. И как только система опознает, что это именно welcome, то есть приветствие, So what this is actually going to do is it's going to recognize each of these things, and then I can actually say where I want it to go when it recognizes this. So в зависимости от того, что система определила из интентов, да, получается, да, из интентов, so if what I say, начинается какая-то процедура. so if what I say it gets the bot to think that I'm asking anything about temperature, so it's like, what's it like outside, what's the weather like, what's the temperature, I need information about, can it tell me? So it recognizes these phrases and phrases similar to these. It'll use sort of language intuition. Вот здесь важный момент. Система распознает вот описанные Брайаном варианты. Can you please bring it back? Oh, sorry. Thank you. So, таким образом, вот Брайан описал возможные варианты.
Но система она не точка в точку, да, ищет ровно такие формулировки, но еще может понимать отклонения от вот этого вот шаблона. Да? Нормально? So that was information one. Это было intent про information. So it's going to jump to this section. And what it also does is it sends me back information, but it also allows me to set context objects. So if I have a conversation, say you want to book a room in a hotel, I can actually remember all of your previous answers. If you've told me something before, I can then go and ask for the missing information. I don't have to do it in a certain order. So if I sort of said, I want to book a double room for tomorrow, it might ask, do I want a standard or a superior room? But by asking that, it knows already the when, which is tomorrow. It knows already the type, double room, not a single room or a twin room. Сервис не только может просто возвращать какую-то информацию, но и работать с контекстом. То есть если сервис задавал ему вопрос или каким-то образом в процессе диалога на предыдущем этапе, например, Брайан говорил ему устройству, что ему нужно завтра забронировать номер в гостинице на отель. Да? То на следующем этапе разговора, в принципе, эта информация будет уже известна системе. И в этом контексте она может воспринимать другие вопросы или уточнения. Правильно? Ну, своими словами, ну так, более-менее. Is this context object, it gives insight in one dialogue? No, On cross dialogues? every time that you get a request and a response, you get the context. So I've actually shown you by injecting into conversation, what is the weather today? This has shown me what I'm getting back. So it's shown me that the intent it's identified is information, because it recognizes the weather. It's shown me the entity that it recognizes weather. And then it's shown me the text input. It's showing me the text output. The current weather is. And then, is there anything I can help you with? Because I've said, once it gives an answer back, ask if there's anything else you want. It then shows the node visited, so I can actually see how it got to this answer by the nodes it visited, and the action that this last request was the current weather. So I get all this information back, which allows me then to handle that in my code and to say, do I want to do something else? Is the conversation finished, or do I have to prompt for maybe something else, which would appear here? So then it's up to me what I do with this. Do I want to speak it? Do I want to put it in a Slack? Do I want to put it in a Twitter message, an SMS? I can say how you interact with this chat conversation. It's not built into this service how I want to interact with you. So I could make this a web form, I could make this a chat bot, where it's on Slack, it's on Twitter, it's on any Facebook Messenger, or I can get it speaking. If I use a service like Twilio, we can have a conversation via a phone. So this could be a robot you speak to on your phone. You dial it up, it interacts with the conversation service, and then it'll vocalize the answers using that service down the phone. So this is all information that you get from the weather, from the conversation service, based on how I've defined that conversation. Все возможно. Скажите, пожалуйста, кому нужен перевод вот этого вот большого пассажа? Кто хочет уточнить его? Может быть. У нас будет возможность. Мы можем дополнить. So there's a lot of information here. What I'm hoping you'll do, is you'll go and download this and play with it to actually get to understand how these things work. But hopefully you can see that this is a very powerful system. It's not forcing you into any model.
Well, everybody understand. Everyone understands that? Yeah, sure. We're really speaking this. No, not all of us. I thought there was one or two Подождите, that кому didn't. нужен перевод? Давайте. Уже не нужен. Уже мы достигли такого уровня просветления, что... Спасибо. Go ahead. And what I've done with the flow, so this is how I test. So rather than having to speak to it, I've just got the inject node sending different strings. There you go. Different strings, and I test the conversation service just by sending messages to it. See, it's calling the conversation service, and then based on the output action, and again, I've looked at what the output action is, which is current weather. If I want the weather, current weather, I then say, what do I do with it? And the way I interact with it, when I ask for the current weather, I set up a call to a weather service, I format it, and then I actually speak it. The other thing is this is designed to work with your browser, so this will speak it out of your browser. It works best with Chrome. It doesn't like Safari, because Safari, but it works good with Chrome. So again, you don't need an external speaker. It'll just work with your laptop, and it'll actually speak it, or it'll actually put it on the dashboard as well. So you suggest people need to try themselves, right? Yeah, yeah. So that's what I would say. So you can see that we got the conversation, what comes out, and then what I want to do with it. And it will remember that, and I can pass in this context if I want to keep the conversation going. I just pass in this, whatever I get out as a context, I pass that back in, and it remembers where it was in the conversation. Тут, видимо, ответ на ваш вопрос. Как работает с контекстом? How can I program when to forget the context and start? Вопрос о том, как забыть, You как don't pass заставить его anything in, забыть you just pass контекст. the zero context in. То есть все-таки в рамках одного разговора. So if you Is context available only within one dialog? So there's one dialog, one stream, one the flow. context represents one user speaking to the service. Один пользователь разговаривающей системы в этих рамках. So when I start off, I just pass in a string. I don't pass any of the data in, which is as a null context. So it knows I don't care about whatever happened. This example has no context. I don't look at this context because I don't care what you've done before. But I know. So, Putin will feed us out. So, beware. So coming back here, one thing you've also got is a link to something called the bot exchange. Здесь важно, значит, есть bot exchange, bot asset exchange, там есть ссылочка. And what this is a series of workspaces where you can see what other people have done. So you can see IT support, restaurant, concierge, and you can download them and just see how different people have done them to get to know. Это некоторая биржа, можно сказать, некий обменник чат-ботами. Там несколько сотен или даже тысяч. Вы можете туда зайти, посмотреть, как другие люди сделали свои чат-боты, и можете им воспользоваться. How many of them on this market? I think it's about 20. I think there's about 20. Говорит 20, я соврал. То If есть you, там чат-ботов сейчас 20 штук. if you want to learn about this stuff a bit more, we've created 2 courses on Coursera. You can take them for free. Can or cannot? Can. You can go in. Есть 2 бесплатных курса на Coursera, которые мы создали для вот, обучения этому процессу. This one looks at more IoT scenarios, how to connect devices, how to define different device classes. This one is purely on Node-RED, and it actually goes to show you how you can create your own nodes. So if you want to create
and you know to go into the palette, it shows you how to go and do that as well. Те курсы, которые он написал, первый больше про сценарии вокруг интернета вещей, второй курс, опять же, на Курсере, тоже бесплатно, в основном про Node-RED. Там, в частности, описано, как можно создавать свои собственные узлы. So one thing I didn't get to show you, which was I'm going to do, is use a translation service. И одну вещь он еще хотел показать, перевод. So one thing that actually does work is if I go and grab the translator, what you can do is there's a new neural translator, and that actually does understand Russian both ways, English to Russian to anything and anything to Russian. So you can go Russian to Chinese if you want, or Russian to Arabic, or Arabic to Russian. Or Здесь кто-нибудь говорит по-арабски, немецкий, итальянский, французский. То есть с этого надо было начинать. So let's do a very quick. Давайте быстренько попробуем этот сервис. If I add that down there, add that down there. Put it. Пока Брайан готовится, у кого есть вопросы, готовьте, потому что нам достаточно скоро нужно будет площадку освободить. Put that there, and then if we go and create a text output, and put that there, audio, deploy, weather, quick. Okay, that was a bit quick. It didn't like that. Очень тонкий процесс. Впервые в истории Ватсон говорит, или переводит на русский язык. English to Russian. Okay, I think I've done this too quickly because that's not coming out. Any other questions while I'm playing with this? I have two. Okay. First question was from a gentleman back there on the last row. Yep. He was asking about more details how do you connect hardware to the platform. Okay. Правильно? So basically, in the IoT console, В консоли управления платформой интернет-вещей, и облако IBM, what I do is I create a device type, он создает тип определенного устройства, and then I have to create a device for an entry for each device. Normally you do this using a REST API. You don't want to be doing it manually if you've got a million devices. можно не делать это руками, можно делать через интерфейс REST API. And when you connect a device, let me go and get that. Когда устройство подключаете, тогда You end up creating a device that has a unique ID. у And каждого устройства свой уникальный the device has to include that when it sends a message. И And then когда you can устройство actually, отправляет свое сообщение, вот этот вот идентификатор там присутствует. and then you can actually see, so for example, this is the Mongoose device. Дальше вы можете определить, какое именно устройство, когда, You что can see it's connected, подключено. and then you'll see the data coming up. So every device Можете видеть, has что an каждое entry in the устройство IoT отправило. platform.
Это ответ на ваш вопрос или не совсем? Не совсем. Чего не хватает? If you want this in a lot more detail, go and have a look at the IoT course, because I take you through setting this up from start to finish, every single step in a lot of detail. In 2 hours, there's not really enough time to, otherwise it'd be a very boring demo. Курс на Курсере, он описывает подробно именно процесс подключения устройства. Он бесплатный. It's free, right? Yeah. Халява. And there was a second question. Yeah. Could you give us please more detail about natural language understanding service? How does it work? Как работает сервис работы с естественным языком, правильно? Okay, I'll show you the best way. So if you want to see any service, go into the catalog. Если вы хотите получить информацию по любому из сервисов Watson, вы двигаетесь в каталог, And then just go to the page. идите на страницу этого сервиса. Сервис, о котором вы говорите, называется Natural Language Understanding. So this allows you it can extract concepts, keywords, sentiments, and relations. So you can look at unstructured text. Этот сервис может работать с неструктурированным текстом и доставать оттуда вот такие вещи. And then you can ask it to sort of identify things. Again, you can train it Опять вы using the также Watson Knowledge можете Studio. You can create domain-specific knowledge. So if you wanted to, say, get it to look at engineering articles, engineering blogs, engineering documentation, you could actually set it up so it gets to understand specific terms related to that domain. You can create the model, and then you can point it at the internet, all the engineering stuff, and it'll actually classify and pull out all of this data. So you can then do deep searches on it and get it to classify the documents. Там есть еще один сервис, еще один инструмент для непосредственно обучения. Да? Называется он Watson Knowledge Studio. Он тоже облачный, и с помощью него вы можете описать какую-то предметную область со своим словарем, со своими там нюансами и так далее. И научить сервис понимать ровно эту предметную область. With every Watson service, if you go to the docs, there's a getting started tutorial and a demo. So if you want to actually see it in action, there's always a demo where you can just go and you can И как всегда, в каждом сервисе Watson, который опубликован на облаке IBM, там есть раздел документации, в нем есть раздел Getting Started, то есть первые шаги. Там есть пример о том, как пользоваться этим сервисом. And then you can see the analysis is done on that document. So. Загрузить простой документ на английском, на испанском, на немецком, арабском, по-моему, даже. Вот. И посмотреть, даже на русском, кстати, он работает. Да, но не все элементы поддерживаются. Мы с вами поговорим отдельно. Ну, то есть, I know there's some limitation in terms of support of Russian language. Yeah. So some entities are supported, some not. Yeah. What you'll have to do in Russian, you'll have to do a lot more customization. It has a lot of support for the supported languages that you don't have to tell it about. When it's an unsupported language, you more or less have to tell it everything about the language. It doesn't know numbers, it doesn't know how you address people, it doesn't know places, it doesn't know months, weeks, days. This seems to be a pretty interesting thing. I mean, an opportunity for business. And this is how some of our traditional business partners have created a new revenue stream. They've created a business around models to sell to an industry. So if you want to say become a specialist in medical, you can go and create models around specific hematology, radiology, different medical aspects, and you can sell models based on that specific domain specialization. And there's a rapid growing industry around creating domain models for AI systems. Речь идет о том, что сейчас многие партнеры, деловые партнеры IBM уже бизнес ведут по продаже моделей. То есть они берут сервис, да, учат его предметной области, и эту модель уже продают обученной.
В принципе, для этого нужен только один человек, который это умеет делать. Ну и кассовый аппарат. Okay, so it has been a bit of a mad dash around Watson. One last question. That was covered. Okay. Yeah, it's been a bit of a mad dash, but hopefully you've seen Node-RED allows you to write applications extremely quickly. Это было слишком, может быть, дерганно и быстро, да, но, надеюсь, вы получили представление о продукте Node-RED. Whenever I do a hackathon, I issue a challenge. If you can write code quicker than I can write it in Node-RED, I'll buy you beer. Вот когда проходит хакатон, If I write it quicker in Node-RED than you write it in code, you'll buy me beer. I have never bought anyone a beer. С помощью Node-RED он быстро делает любые приложения, и в рамках тех хакатонов, в которых он часто пари заключает. Да? Вот если кто-то из участников желает написать код, и он может написать его быстрее, чем Брайан на Node-RED, да, то Брайан купит пиво этому человеку. А если наоборот получится, то есть если Брайан с помощью Node-RED сделает быстрее, то тот, кто пишет там на C, на других языках, покупает пиво Брайана. Это вот никогда ему еще не приходилось оплачивать чужое пиво. Happy for that challenge if anyone in the room wants to. Да, если кто-то хочет попробовать, то милости просим, у нас есть такая возможность. I've also shown you how easy it is to get access to IoT data. Надеюсь, вам было понятно, как просто получить доступ к данным интернета вещей. And hopefully you've seen how we've incorporated IoT data or data from other services like the weather into a conversation service or a chatbot type service. Я надеюсь, вы увидели воочию, как вы можете комбинировать данные из интернета вещей, из других каких-то сервисов, там, например, сервис погодный, что-то там еще смотрели, да, и все это объединять в рамках единых вот этих вот диалогов, которыми занимаются чат-боты. Потянет? That's it. Ну, собственно, это все. So, Это ссылочка в GitHub, да? GitHub. GitHub. Запишите и попадете туда. Все ссылки там. So just excuse me, question about Node-RED. Yeah. You show the repository of custom nodes. Yeah. Are these nodes, when I use them in my model, are they updated online? Like when developer do something with his node, Yeah. My instance is changing at once? No, you control it. If I come into the palette, you'll see here that this one, I've got version 2.4. It's telling me on Git there's 2.8, and I can push that button when I want to update it. So I freeze my instance. So once you deploy it, you've got a working system, and it's up to you if you want to update it. Был вопрос о том, как работают с разными версиями этих вот узлов, разработанных сообществом для Node-RED. Ответ был то, что в рамках вашей системы вы замораживаете, да, ту версию, которую вы использовали, и дальше это ваше решение, использовать ли новую версию, когда та выйдет или нет. So just one thing, in the background this is all npm installs. So if you know JavaScript, it's npm install background. So it goes. Извините, давайте по порядку. Take a quick tour about the key knowledge for IoT developer. I do not ask to deep dive into the, but key knowledge, for example, key language. Okay, so when I look at an IoT solution, I see three primary job roles. There's the embedded guy who's going to write usually C, C++. Sometimes they get really dirty and write assembler, but it's usually C, C++ these days. Был вопрос о том, какими компетенциями должен обладать разработчик в области интернет-вещей. Брайан говорит, есть три, он видит три, скажем так, профессии, когда мы говорим про интернет-вещей. Первое – это разработчик встраиваемых устройств, да? Это C++, C. Yeah, there's the back-end developer. Дальше есть разработчик бэкэнда. Java, JavaScript. Там Java, JavaScript, такие компетенции And нужны. any other
language you happen to like at the minute. И любой другой язык, который в данную минуту вам нравится. I can tell you on our cloud, JavaScript is the most written language currently. В настоящий момент JavaScript наиболее используемый язык для написания бэкэнда. Node.js, but whatever language. And then the third profession is the data scientist. И третья профессия, третья специализация — это то, что по-английски называется data scientist. Increasingly, the IoT data is getting processed by big data or AI systems. Все больше и больше, все чаще и чаще данные, которые получаются в системах интернета вещей, обрабатываются с помощью методов машинного обучения, дипленинга, глубинного обучения, искусственного интеллекта. Что у нас еще есть? Now, while a lot of the services I've shown you are consumable by a typical developer, if I want to do something custom, I need a data scientist that understands the algorithms and how to extract what I need from the data. Большинство тех услуг, сервисов, которые сегодня показываются, они, в принципе, не требуют data scientist, естественно. Они уже готовы, да? Поэтому им может воспользоваться обычный человек, обычный разработчик. Но если потребуется улучшать какие-то элементы этих вещей, тогда потребуется человек со знанием data science. I don't know if that's... And of course, Node-RED. Node-RED. Node-RED, it just Node-RED. allows you to do something in minutes that would take you days. Node-RED — это средство для быстрого создания прототипов. То есть вы за минуту можете создать нечто, что в противном случае придется создавать годами, может быть. And if you're interested in this area, you then want to look at some of the little modules you can get so you can simulate hardware. So that's a Texas Instrument sensor tag, that's an ST Micro sensor tile. Он называет устройства, считает, что каким-то образом важны, если вы занимаетесь данной проблематикой. And you've got little things, Node MCUs, expressive systems, Arduinos, Raspberry Pis. Есть множество производителей, множество вариантов. So again, a developer can prototype an IoT system without being a specialist electrical engineer. All of this can be simulated, right? Yeah. Or you can use these instead of creating a custom device. То есть вы можете пользоваться эмулятором устройств, которые есть в Node-RED, да? Нет, он говорит, что это программируемые железки. И эти железки программируемые. Эмулятор можете, если у вас физической железки нет, можете ее симулировать. Ну, все что угодно. Пожалуйста. Брайан сказал, что в основном Node-RED используется для прототипирования. Вот вопрос, когда прототип уже готов и люди переходят в продакшн, они должны будут все это потом закодить на каком-то своем языке. So what happens when prototype is accepted? Okay, two different routes. Два разных варианта. When the prototype's accepted, you go write this in a more traditional language. Либо вы пишете традиционным языком. But what's happening increasingly is a lot of people are now saying this is good enough to put into production. It really depends on the scalability requirements. Второй способ — это поставить все на Node-RED и использовать это в продуктиве. И зависит, ограничения налагают только пределы масштабирования. At the end of the day, this is a Node.js application. В конце концов, это приложение Node.js. And you can turn off the editor in your production runtime. You do what? You can turn off the editor. So off? You can't edit the flow in the production runtime. So you can just настроить и отключить редактор интерфейса. То есть можно просто экспортировать как Node.js приложение и запускать где угодно? Нет, оно само по себе является Node.js приложением, там не надо ничего экспортировать. По сути, на базе Node.js написано просто... То есть деплой нажал, и оно уже задеплоил. Да, ты задеплоил, и все работает. Куда он задеплоил? Куда? В облако, наверное. И можно еще Node.js поднимает вот эту вот настройку Node.RED, который позволяет визуально редактировать всю. Потом уже, соответственно, нажимаем кнопку. The question, where it deploys to? So what Node-RED editor. So what the Node-RED editor does, it creates that JavaScript thing called the flow file.
And then what the Node-RED runtime does is it takes that flow file, and that's what it's like a finite state machine that knows what that flow file means, and when you add a node in, that's the functionality, and the runtime just runs that flow file. Понятно? And this is the Node-RED Кому не application. понятно? If you know Express, so you can actually just embed this in. So that runs the server, and you can actually pass in the flow when you actually do this, the flow file to use. So you can actually write your own handler and embed Node-RED into an application. So this is part of the Node-RED documentation. So it shows you how to actually dissect the standard runtime and create your own custom runtime for it. Перевод нужен? Кому? Нет. Спасибо. Пробовал вопрос. Просто сказать, что возможно, в принципе, и productivity на этом, да, использование этого языка, а производительность какая? What about performance? Performance of these tools developed with Node-RED in production environment? Like any programming language, I can write rubbish flows or I can write efficient flows. Как с любым языком программирования можно написать мусор. There is a small overhead in using Node-RED, but with cloud environments now, the developers are more expensive than the runtime, so being able to create and maintain a program easily, a lot of people will put up with that slight performance loss. It'll run in 256 meg of memory, so it's not a huge, in terms of cloud memory resource, it'll run in 256 meg as a minimum system. It's scalable horizontally. Again, if you've written the flow to allow that. Минимальный объем 256 мегабайт масштабируется горизонтально. И разработчик сегодня стоит дороже, чем ресурсы для эксплуатации. But as far as I know, there are no official performance studies available on it yet. Naсколько ему известно, официальных данных, которые бы исследовали производительность вот этого дела, не существует пока. Я хотел бы примеров. It looks like extension for Node.js, like It is. for Node.js. It's a Node.js application. Это расширение Node.js, да, Yeah, it's a Node.js application. And if you go to the GitHub, the entire source code is there for you to go. Если хотите, go look можете at. на GitHub увидеть весь исходный текст. Yeah, so you can actually get to see the source code. It is a Node.js application based on the Express. Приложение на Node.js. Исходный текст на GitHub. Да, Node.js. Все. Okay. Та-да-да-дам. Any more? С вами были Брайан Иннес, IoT сообщество. Всё. Да. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было интересно. Я думаю, что еще есть чуть-чуть времени. У вас есть шанс еще Брайана поймать и задать ему пару вопросов, если хотите, там, персонально. Вот. Всем спасибо. Спасибо, спасибо за перевод, спасибо за... Как ты выжил, как ты